Проводные наушники лучше беспроводных, даже за $20 лучше, чем беспроводные за 200. Накладные наушники по звуку лучше затычек, а качественные внутриканальные наушники лучше по звучанию, чем любые вкладыши. Ставки сделаны, ставок больше нет. В затычках не важна цена, даже наушники за $15 могут играть лучше, чем те, что стоят 200. True Wireless соревнуются в цене в основном благодаря добавлению дорогих материалов, указания брендов и завоза плюшек из разряда активных шумодавов и управления движением головы. Сложное начало, простой топ. По звучанию. В этом топе цена, автономность материала и функционал не имеют значения, только звук имеет. Tube 489, всем привет, вы на канале Польза.нет, и здесь только быстрые обзоры, долгие стримы с ответами на все ваши вопросы и ежемесячный розыгрыш 5 фитнес-браслетов Mi Band 4 за лайк, подписку и комментарий к любому из обзоров на канале. Для новеньких важная информация. Все топы товаров я составляю из тех девайсов, которые были у меня на обзорах. Беспроводных наушников я тестировал более 200. На самые достойные из них я снимал обзоры. И этих обзоров на канале в плейлисте беспроводные наушники больше сотни. На все представленные в данном топе уши ссылки на подробные и быстрые обзоры, как и на покупку данных девайсов, будут как всегда в описании к видео. Для тестов наушников были использованы следующие девайсы: плеер FIA M5, телефоны iPhone 11 Pro Max, OnePlus 7T Pro, Xiaomi Mi Note 10, Redmi Note 7 и Huawei P20 Pro. Слушал музыку через YouTube, флаковские файлы и немного играл, в основном в PUBG. И теперь топ-10 наушников-затычек по звуку. От лучших к худшим. 10 место. Syllable S101. Огромные по форме, с жесткими амбушюрами, со стандартно плохим микрофоном для наушников-затычек, с сумасшедшей автономностью в 7 часов при 60% громкости, которой вам однозначно хватит. Кодеком aptX ценой около $29, Bluetooth 5 версии и совсем не маленьким боксом. Защита от воды в них IPX6, чего более чем достаточно. Хотя для серфинга, как допускает производитель, я бы эти наушники использовать не стал. В ушах они торчат как два банана, и при этом довольно сложно подобрать под них амбушюры, которые помогут вам ощутить, что именно они могут выдавать по звучанию. Громкость как из колонок. Мозг превратится в кашу, если они у вас будут работать на сотке. Micro-USB в боксе без заглушки. Уши по 5 грамм. Помехи с телефонами OnePlus 7T Pro и Huawei P20 Pro практически не ловят. Максимум раз в день. Отвалов вообще не бывает. С телефоном Redmi Note 7 работали нестабильно. Диоды в ушах есть, но во время работы они не мигают. Выглядят с двумя драйверами по 6 мм, которые видны через пластик, странно. По отдельности использовать можно. Функции на борту есть все, кроме изменения громкости. Звук, и это ради чего был сделан этот обзор, если вы будете слушать флаковские файлы, разницу вы услышите однозначно. Бас выразительный, многоуровневый, детальный. Его здесь намного больше, чем должно быть. Но Rammstein, Тяжелый металл, ZZ Top и подобные творения атомных старичков будут однозначно звучать драйвово. Уши исключительно для долбежки. Задержка на YouTube практически незаметна. В играх есть, играть некомфортно. Середина и верхняя здесь максимально посредственная, но без лишних шумов и каши, даже на максимальной громкости. Бас массивный и доминирующий. 9 место. Funkel Eye. Затычки с претензией на стиль. В ушах у брутального мужика, мне кажется, встретить данный экземпляр будет довольно сложно. Очень они унисексовские получились. Брака у наушников было очень много. Запускали их на краудфандинговой платформе, и в продаже они в двух цветах, черном и белом. Выглядят вживую они даже более глянцево и дорого, чем на экране. Но мы здесь не про внешний вид. Зарядка бокса только от micro-USB. Почти 5 часов автономности на 100% громкости, Bluetooth 5 версии, подлагивания наблюдаются в местах с большим скоплением людей со всеми девайсами, но не часто. Кодеки AAC, SBC и aptX. Бокс для зарядки наушников большой и глянцевый. Комплектные амбушюры красивые, однородные, но я бы их сразу поменял. Защита от воды IPX5 у самих наушников, дождя не боятся. Хром на ушах — это, конечно, совсем не камильфо. Вес наушников по 4,9 грамм каждый, по габаритам уши адекватные. 40 мм на 22 на 15 мм. Управление сенсорное, ложные нажатия присутствуют. Диод на наушниках при работе мигает, и это, конечно, фейл. Микро по мне среднее. Разговаривать, если громко, можно. Цена во время распродажи около $46. Звучание отличное, слегка зажатые средние частоты, верхние с перебором. Низкие частоты с
правильным звучанием без перекручивания с отличной детальностью. Эти уши я бы назвал самыми сбалансированными по цене и качеству из данного форм-фактора затычек, которые у меня были на данный момент. 8 место. Очень дорогие уши. По мне дорогие для Китая. Мифа O7, но они и правда хороши. Из всей линейки Мифа они, конечно, самые крутые. Минималистичный металлический бокс, двухдрайверные излучатели, минимальный размер, IPX7, 4,5 часа автономности на 100% громкости, aptX на борту. Самое лучшее воспроизведение средних частот из всех затычек, которые были у меня на обзорах. Можно управлять громкостью прямо с наушников, микрофоны для такого форм-фактора просто бомбезные, запаса громкости хватает, высокие частоты с максимальной детализацией, средние для затычек просто идеальны, низкие частоты быстрые, текстурные, с приятной плотностью и ударностью, идеальны для акустики, для ТВСок. Цена $149 с претензией на аудиофильство. Если вы не знаете, что такое флаг, вам точно они интересны не будут. По мне по цене полный беспредел, но с данными материалами в этом форм-факторе конкурентов у них, конечно же, нет. 7 место. QCY T5, которые просто покорили меня своей простотой и убили сборкой. Пластик не слишком печальный, но и не топовый. И подделывают эти ушки сами китайцы очень усиленно. Так что, возможно, те уши, на которые вы сейчас смотрите и думаете, откуда они попали в топ, если они просто ужасны, является репликой. Кьюшки плохое не делают, исключая, конечно, модель T3. Но сейчас не о них. Кодеки только AAC и SBC. Автономность около 4,5 часов на одном заряде при максимальной громкости. Амбушюру нужно менять сразу, комплектный ужас. Bluetooth версии 5.0, задержка даже в играх заметна, хотя режим игры сюда и завезли. Связь с телефоном стабильна, только нужно помнить, что и телефон должен быть соответствующим. С Redmi Note 7 у меня даже топовые уши по $300 помехи в людных местах с легкостью ловят. Управление сенсорное, защита от ложных нажатий отрабатывает. По одному использовать можно. Громкость с серьезным запасом, баса достаточно. Средние и высокие без перекосов, звучание объемное, чистое и правильное. Такой вот среднячок для топа, а стоимость всего $18 на сейлах в официальном магазине, притом с бесплатной доставкой. 6 место. TRN 200. Глянцевый пластик, зарядка бокса только через microUSB, сами уши глянцевые, диоды маленькие, не бесячие. Управление сенсором, даже управление громкостью без всяких голосовых помощников. Гибриды с арматурным драйвером и динамическим драйвером. После KZ E10 я думал, что бренды, которые специализируются на проводных наушниках в Китае, с ТВС справиться не смогут. TRN первые, кто смог. Кодек aptX на борту, как и AAC и SBC. Bluetooth версии 5.0 на Qualcomm-овском чипе. Обязательно нужно выбирать правильное положение наушника в ухе. Можно сказать, что это самые требовательные по данному показателю затычки, которые у меня были. Бас тугой, упругий, естественный, без заползания на средние частоты. Средние частоты качают динамический драйвер вместе с арматурой. Все, что может производитель сделать в затычках с верхними частотами, TRN сделали. Цена $31 на ближайшем сейле адекватна для качества. Проигрывают музыку они бодрых 5,5 часов на 100% громкости. Хотя эта штука в основном для аудиофильских гуру. В стоке с комплектными амбушюрами только 6 место. 5 место. Meizu Pop. Одни из самых удобных и в то же время противоречивых наушников. В первой версии есть беспроводная зарядка бокса и возможность обновления прошивки. Во второй версии ниже цена. Уникальный дизайн, нереально удобная посадка, которую сейчас копируют все, кому не лень. Автономность 8 космических часов. Управление сенсорное. Пластик очень качественный. Bluetooth версии 5.0. Во второй версии отдельно можно использовать только правый наушник. Заметной задержки на YouTube нет. В играх задержка в наличии. По звуку. У Meizu Pop очень чистый, живой и объемный звук. И больше здесь добавить нечего. Притом все это в стоке из коробки. Без всякой замены амбушюр, движений в наушнике, либо прослушивания флаковских файлов. Эти наушники все играют хорошо. Про эквалайзер здесь можно забыть. Понятно, что фанатов монеточки и Адель не так много, но эти наушники однозначно для них. 4 место. Ваши любимчики. 710 тысяч просмотров ролика про эти чудесные ушки на моем канале. Redmi AirDots. И я уверен, что про них вы знаете не меньше, чем я. Но повторюсь, пластик дешевка. Брака море. В процентном отношении к продажам он, конечно, минимален, но есть. Управление кнопками. Громкость с кнопок менять нельзя, но можно менять голосовым помощником, что я считаю тем еще извращением. Bluetooth версии 5.0, микрофон ужасен, звучат они просто удивительно, все разнесено, и бас, и средний, и высокие.
наушники. Для таких малюток просто отлично. И даже рок с уклоном в попсу будет звучать хорошо. Запасы громкости с лихвой. Цена около $15. Третье место. Мои любимые, малоизвестные среди фанатов беспроводных ушей бочонки KZ-S1. Не всем они залезут своим звуководом в ушной канал, не каждый сможет мириться с их дешевым пластиком и довольно специфическим цветом, 3 часа автономности на 100% громкости, кодеки только AAC и SBC, гибриды с арматурой, 2 цвета, серый и зеленый, пластик не фонтан, сетка звуковода из металла, управление сенсорное, игровой режим, который работает. Даже в играх в этих наушниках задержки нет. Bluetooth версии 5.0, микрофоны для затычек очень даже ничего. Бас линейный с хорошим разрешением, минимальной окрашенностью, проще, басы тяжелые, но раскатистые, превосходные детализированные средние и высокие частоты. Звук максимально натурален и естественен. Есть также негибридная версия KZ-D1, в ней перекос по басам с упором на глубокий бас. По цене наушники всего $23, что очень даже привлекательно для такого звука. Второе место. Xiaomi Halo GT2. Та же производственная линия, что у Redmi AirDots, но уши допилены. Меньше брака, лучше пластик. Механическая кнопка для управления. Бокс с вмонтированным кабелем. 3,5 часа автономности, Bluetooth версии 5.0 и помехи в торговых центрах они ловят. Но мы здесь про звук. По одному наушники работают. Громкость можно менять только через ассистента. Басы, середины и высокие все на высоте. У них особое звучание, очень чистое и естественное. Великолепный запас по громкости и отличная посадка. Хотя если брать во внимание, что вы знаете, что такое эквалайзер и умеете им пользоваться, у вас есть любимые амбушюры для затычек, которые вам подходят, они проигрывают ушкам от KZ, которое на третьем месте, но слишком много условностей, поэтому Halo GT на втором месте. Цена у наушников около $20 в периоды распродаж. Первое место AirPods Pro. Не вижу смысла про них распыляться, обзор на канале максимально подробный и про них на канале еще будет стрим. Рассказывать про их начинку можно долго. Максимально кратко, наушники для iOS-систем, но с Android играют ничуть не хуже. В них есть все, если вы будете проигрывать качественную музыку через дорогие устройства. Заметной задержки нет, автономность 4,5 часа, цвет один, и они одинаково хорошо отыгрывают все жанры, которые я слушаю, исключая того момента, что во время работы активного шумодава они играют ужасно, но я его не активирую. Я бы и правда хотел, чтобы они не были в топе первыми, но по факту это лучшие по звуку из затычек, что у меня были. Если в категории вкладышей AirPods уделывает довольно большое количество наушников, в затычках это не так. Хотя и говорят, что AirPods Pro это не про звук. Поверьте, это для того, чтобы вам проще было существовать, как и мне. $249 за наушники. Полный оверпрайс. Слов нет, букв нет. На эти деньги можно купить 10 пар KZ-S1, притом без всяких распродаж. Я уверен, что больше 90% пользователей разницы в звучании даже не услышат. Но это мое видение, точнее мой слух. Помните, что ощущения от звучания зависят от вашего строения уха, музыкальных предпочтений, качества тех файлов, которые вы прослушиваете. Да, флаг через торрент не битыми не скачать. Правильно подобранных амбушюр, программы для воспроизведения внешних факторов среды и даже вашего настроения. Делать подобные топы – вещь крайне неблагодарная. Это просто поле для критики. Я допускаю, что у каждого человека топ может быть своим, ведь это вам не математика. Звучание – вещь крайне субъективная. Напоминаю, что все обзоры на данные девайсы есть на канале. Один огромный обзор, весь топ ушей есть на втором канале для стримов по ссылке в описании к видео. Если хотите увидеть все ролики на все эти 10 наушников и не кликать по плейлисту, можете переходить туда. Ставьте лайк за труды, пишите, сделать ли подобный обзор по вкладышам. Не забывайте подписаться на канал. Девайс сюда или нет, пользы на это даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья.